Приветствую вас, друзья! Меня зовут Марьяна, и вы на канале Вкусная еда. Сегодня я буду готовить очень вкусный закусочный пирог киш Лорен с курицей, брокколи и сыром. Киш – это открытый французский заливной пирог с основой из песочного, иногда слоеного теста, разной вкусной и сытной начинкой, с заливкой из яиц и сливок. Варианты начинок могут быть самыми разными, от легких фруктовых, овощных, рыбных до сытных мясных и грибных. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Самое приятное это то, что этот пирог можно кушать как в горячем, так и в холодном виде. Это отличный вариант для вкусного обеда или сытного ужина для всей вашей семьи. Готовим песочное тесто. В большой миске соединяем просеянную муку, сахар, щепотку соли и хорошо перемешиваем смесь венчиком. К муке добавляем нарезанные кубиками холодное сливочное масло. Перетираем муку со сливочным маслом руками до тех пор, пока продукты не будут напоминать мелкую крошку. Работать нужно очень быстро, чтобы сливочное масло не растаяло от теплоты рук. Лучше делать это в перчатках. В мучной крошке делаем углубление, добавляем яйцо, холодное молоко или воду и быстро замешиваем тесто. Имейте в виду, песочное тесто долго месить нельзя, иначе масло растает от теплоты рук, пропитает муку и ваша выпечка получится жесткой. Сливочное масло должно таять при выпечке в духовке, тогда оно будет хрустящим и вкусным. Как только тесто собралось в ком, прекращаем замешивать. Тесто будет немного неоднородное, ничего страшного, так должно быть. Заворачиваем тесто в пищевую пленку или в пакет и убираем в холодильник примерно на 30-40 минут. Пока тесто отдыхает на холоде, готовим начинку для пирога. Брокколи разделяем на соцветия, хорошо промываем и бланшируем в кипящей подсоленной воде в течение 3-4 минут. Откидываем брокколи на сито, обдаем холодной проточной водой и даем воде стечь. Репчатый лук очищаем и нарезаем на небольшие кубики. Обжариваем лук на сковороде с небольшим количеством оливкового масла до легкого золотистого цвета. Сыр натираем на крупной терке, у меня чеддер, но вы можете брать любой твердый сыр, который вам нравится. Заранее отвариваем куриное филе и нарезаем на небольшие кусочки. При варке мяса добавляем лавровый лист, по вкусу соль и любимые специи. Перекладываем мясо в большую миску, добавляем обжаренный лук, натертый сыр, капусту, брокколи и хорошо перемешиваем. Начинка для пирога готова. Форму для пирога диаметром 26 или 28 см смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Выкладываем широкую полоску на середину формы, чтобы потом легко извлечь пирог киш из формы. Охлажденное тесто достаем из холодильника. Кладем песочное тесто на лист бумаги для выпечки, сверху накрываем пищевой пленкой. Раскатываем тесто в пласт чуть больше формы, толщиной около 4-5 мм. С раскатанного теста удаляем пищевую пленку. Переносим тесто вместе с пергаментной бумагой в форму для пирога. Переворачиваем тесто на форму пергаментом вверх, затем аккуратно удаляем бумагу. Тесто хорошо придавливаем к дну формы и делаем бортики высотой примерно 4-5 см. Торчащие края теста обрезаем при помощи ножа по всему периметру формы. Обрезки теста, которые остались, выкладываем на дно формы. Затем равномерно распределяем тесто по всей поверхности дна формы. Перед выпечкой песочное тесто часто накалываем вилкой по всей поверхности. Форму с тестом застилаем пергаментной бумагой и насыпаем на нее груз. Это может быть фасоль, горох или специальные керамические шарики для выпечки. Это делается для того, чтобы тесто не вздулось в процессе выпечки. Отправляем форму с грузом в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут. Через указанное время убираем пергамент с грузом и выпекаем песочное тесто около 5 минут или до легкого золотистого цвета. Песочную основу достаем из духовки. Сверху на выпечное тесто выкладываем начинку и равномерно распределяем по всей поверхности основы. Готовим заливку для пирога. В миске соединяем яйца и немного взбалтываем венчиком. Вливаем сливки, по вкусу добавляем соль, черный перец, смесь прованских или итальянских трав и также хорошо перемешиваем смесь венчиком. Заливка для пирога готова. Сверху на начинку выливаем подготовленную заливку. Стараемся равномерно лить по всей поверхности пирога.
Перед выпечкой форму с пирогом можно немного встряхнуть, чтобы начинка и заливка распределились ровно. Выпекаем киш Лорен в разогретой до 180 градусов духовке приблизительно 35-40 минут или до золотистого цвета. После выпечки готовый пирог достаем из духовки, перекладываем на решетку и оставляем в форме для охлаждения на 15 минут. Вынимаем остывший киш из формы. Двумя руками берем за бумажную полоску и аккуратно перекладываем нашу выпечку на подходящее блюдо. Затем осторожно вытаскиваем бумажную полоску. Нарезаем еще теплый пирог киш на порционные кусочки и подаем к обеду или ужину. Киш Лорен с курицей, брокколи и сыром готов. Приятного аппетита и удачной вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео. Пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно.